принципе, традиционно у BMW всегда один болтик где-нибудь в такой заднице, что мало не покажется. Я, кстати, предлагал владельцу сделать эту работу самостоятельно, но что-то он не захотел. Конечно, это для любителей проктологии, но это ничего страшного. Всем привет! С вами я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. И сегодня в главной роли у нас мотоцикл, который прошел, можно сказать, огонь, воду и медные трубы. Я уже, кстати, снимал про него видео, где я разбирался с системой охлаждения и варил уши на двигателе, которые здесь были поломаны, по-моему, 3 из 4. Итак, сегодня мы решаем проблему с коробкой передач. И сегодня я хочу демонтировать коробку и посмотреть, что же с ней не так. Здесь какая-то проблема с 5-й передачей. Есть где-то в кругах владельцев К1600 GTL такое мнение, что иногда у старых мотоциклов бывают проблемы с коробками. Но очень многие теряются в догадках, почему это происходит. Это может как произойти на маленьком пробеге, так и не произойти никогда. На более современных мотоциклах, начиная с 2016 года, когда появилась задняя передача, даже была отзывная кампания по коробке, и что-то там дилеры меняли. Довольно большой список запчастей. И в общем и целом я еще пока не сталкивался, чтобы вот прям ко мне приезжали мотоциклы свежие с проблемными коробками. А вот старые дорестовые, это уже, наверное, 6-й за последние 3 года. Поэтому давайте демонтируем коробку. Я покажу, как это технически выглядит. Это на самом деле не очень сложно. И мы посмотрим, что же там вышло из строя, и посмотрим, что с этим можно сделать. Начну демонтаж коробки я с того, что сниму глушители, сниму заднее колесо и откину задний редуктор. Поехали! Если в сложном мотоцикле еще и что-то не откручивается, это обычно говорит об его не очень хорошем состоянии. Тут болт не открутился. Придется помучиться немножко. Резко очень сильно завалился, оттормозился слишком резко. Была очень скользкая дорога. И, короче, я уже прям реально летел в тротуар. Я не знаю, что произошло, но мотик сделал это сам. Короче, он, видимо, увидел, что угол слишком большой, сбавил усилия на ручке, выровнял меня в другую сторону. И вот за несколько этих, моментов он просто вот скомпенсировал все это дело. То есть это вот как минимум от 2 падений меня спасла эта электроника. Причем теория простая. Это просто откатано на полигоне, и BMW это первый, кто это сделал. Кардан извлечен из коробки, больше трогать его нам нет необходимости. Далее нам необходимо разобрать пластик и демонтировать сцепление. Когда диагностируешь старые мотоциклы BMW с помощью диагностики оригинальной Рингольдом, надо ввести ВИН.
Короче, я увидел сейчас СТС-ку в бардачке. Летом нам оставили один мотоцикл, и мы его диагностировали. У меня парни подключают диагностику, смотрят на эту СТС-ку и вбивают в диагностику ВИН с нее. Не работает, не распознает такой ВИН, не существует. Короче, мне говорят, что типа, не читается этот мотоцикл вообще никак. Я смотрю на эту СТС-ку, а там написано, что это прицеп. Короче, они ВИН от прицепа в диагностику вбивали долго и упорно. Так, теперь надо как-то снять бардачок. Сразу откручу датчик положения первичного, это как его, датчик положения копирного вала, то есть датчик включенной передачи. Далее откручу лапку переключения передач и рабочий цилиндр сцепления. И надо будет открутить еще подножку. Рабочий цилиндр сцепления прикручен алюминиевыми болтами. Как правило, считается, что они одноразовые, но в большинстве случаев мы ставим их обратно. Да, это неправильно. Здесь есть очень важный момент. Это касается только дорестайлового мотоцикла. Для того, чтобы демонтировать коробку, нам надо учесть, что к ней прикручен стартер, вот здесь вот в верхней части, двумя хитрыми болтиками Е8. И для этого нужен накидной ключик на них. Если мы будем говорить про рестайловые мотоциклы, то там этот лайфхак не прокатит. И придется разбирать всю верхнюю часть, бак снимать, скорее всего впускной коллектор и так далее. А здесь при наличии инструмента, кстати, такой ключик есть далеко не в каждом сервисе. Мы этот ключик покупали специально для этой работы. И больше он нам нигде никогда был не нужен. Всегда головками обходились. Собственно, можно избежать очень много лишней работы. Конечно, это для любителей проктологии, но это ничего страшного. Самое главное, что мотоциклы еще пока свежие, и в них большая часть болтов еще пока нормально откручивается. Оп. И все. Значит, теперь у нас осталось только сцепление снять. С другой стороны у нас крышка. Демонтируем его, потом открутим болты крепления и достанем коробку. Далее демонтирую крышку сцепления. Болты крышки сцепления алюминиевые, их необходимо менять.
Масло с двигателя я не сливал. Удивительно, но у нас каким-то чудом осталась целая прокладка. Скорее всего, ее здесь уже меняли. Для стопорения корзины существует специальный инструмент, но при демонтаже проще пользоваться пневматическим гайковертом. Сцепление демонтировано. Переходим к снятию коробки. В принципе, традиционно у BMW всегда один болтик где-нибудь в такой заднице, что мало не покажется. Я, кстати, предлагал владельцу сделать эту работу самостоятельно, но что-то он не захотел. Так, масло немножко потекло, но вообще много его вытечь не должно. Вот так вот легко и просто снимается коробка на К1600. У меня на это, я думаю, ушло не больше часа. Да даже, я думаю, меньше. Итак, после демонтажа коробки мы видим здесь всю ту же характерную проблему, которую я уже неоднократно встречал на всех дорестайловых GTL и GT. А здесь у нас и сильно изношена муфта переключения передачи и вилка. Вилка здесь сильно перегрета. Мои знакомые, которые имеют большой опыт работы у официальных дилеров и проходили также обучение в BMW Motorrad на механиков, считают, что это происходит из-за того, что вот эта вот обойма подшипника съезжает в бок и также съезжают также все вот эти вот шестеренки. Из-за этого происходит дополнительная нагрузка на муфту. На практике же я на самом деле встречал такое, но это происходит далеко не всегда. Почему это происходит? У меня до конца нет ответа. Но проблема всегда с одной и той же муфтой, вот с этой. Как правило, по характеру неисправность связана с пятой или шестой передачей, конкретно в данном случае с пятой. То есть, если перещелкнуть сразу на шестую, то, со слов владельца, проблем нет. У многих пропадает шестая. Вилки достать, в принципе, возможно. Как минимум, вилка продается как новая оригинальная запчасть. Плюсом ко всему, вторая вилка на этом валу, которая толком не изнашивается, она точно такая же. То есть, теоретически, из второй коробки донорской, такой же мертвой, можно собрать, в принципе, нормальную. Но проблема вот в этой муфте, потому что ее нельзя купить отдельно от вот этого вала. До ковида и всех остальных наших проблем текущих этот вал стоил около 120 тысяч рублей. И как бы в сегодняшних реалиях я даже не берусь предсказать, сколько он может стоить, даже смотреть не хочу. Плюс ко всему его также очень трудно может быть купить, потому что такие детали могут уже не производиться. Значит, решение было придумано какое? Я как-то уже рассказывал, что мы наладили изготовление вот этих вот муфт переключения передач, которые изготавливаются в одном регионе России, собственно, по моему заказу. Я их изготовил несколько штук, и для этого мотоцикла уже на самом деле собрана коробка, которую мы планируем поставить на замену. А этой займемся немножко позже, отремонтируем ее, заменим вилку, заменим муфту, перепроверим все остальное, и, собственно, также у нас будет лежать эта коробка ремонтная на обмен. Также мы будем более подробно изучать
возможные причины возникновения этой неисправности, но я могу точно сказать, что в данном случае подшипник на месте и ничего никуда не съехало. Вот такая вот дорогая проблема и относительно недорогое решение, так сказать, импортозамещение в действии. А с вами сегодня был я, Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Вы знаете, что нужно делать. Лайк, подписка, колокольчик. Всем пока!